Эксперты оценили предложение Сергея Шойгу перенести столицу России из Москвы в Сибирь. Предложение министра обороны Сергея Кужугетовича перенести столицу в один из городов Сибири разумно с точки зрения смещения концентрации ресурсов и демографического развития, но вряд ли эта идея найдет поддержку среди политиков, чиновничества и разного рода обслуживающего их интересы персонала. Прокомментировал эту тему урбанист, заместитель директора Института демографических исследований Российской академии наук Вадим Безвербный. В московском регионе у нас живет чуть ли не больше населения, чем в Сибири и на Дальнем Востоке вместе взятых. Это не совсем хорошая тенденция, учитывая, что миграционные тенденции у нас центростремительные. И чтобы их изменить, необходимы какие-то нетривиальные решения, в том числе и перенос столицы, заявил он. Безвербный отметил, что придание городу отраслевой принадлежности – интересная идея. Драйверами развития территории могут стать создание научно-образовательного кластера, платформы для развития IT-технологий либо военные части. Еще при Советском Союзе хороший импульс для развития территории давало появление там военной части. Это сразу приток молодого населения, многие будут там оставаться, создавать семьи. Там, где есть военные базы, есть драйвер роста, отметил он. Но на перенос столицы в Сибирь не согласятся политики, высокого ранга чиновники, оседлавшие все хлебные места в Москве. Поскольку им придется переезжать из комфортного центра Москвы или домов в Подмосковье в Красноярск или Новосибирск, считает Безвербный. Центр и север в России – практически пустые территории, а смещение сюда административных функций столицы создаст новый центр притяжения внутренней миграции, сообщил урбанист, главный социолог города лаборатории гражданская инженерия Петр Иванов. Но тогда вопрос, что делать с Москвой? Это город, который сформировался вокруг административных рынков. Когда они там пропадут, останется статус региона, эта территория начнет терять привлекательность. Могут начать появляться гетто, которыми всех так пугают, предупредил он. Частичный перенос административных учреждений в Сибирь логистически неудобен, считает Иванов. Ведь большинство задач в коммуникации между ведомствами решаются неофициально. Это разговоры с глазу на глаз, встречи, совместные походы в баню. Если мы вынесем какие-то ведомства за пределы Москвы, то мы погубим межведомственную кооперацию. Это скорее не перспективный вариант, резюмировал урбанист. Накануне перенести столицу из Москвы в один из сибирских городов предложил глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр предложил также создать там 5 новых городов с населением до 1 миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности, подчеркнул он. А вы как считаете? Ждем от вас ответы на эти вопросы в комментариях. На этом прощаемся и пока.